Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень красивого рулета. Я назвала его «Миледи». Этот рулет получается очень красивый, благодаря разноцветным полоскам из меренги и шоколадного бисквита. Готовлю этот десерт по мотивам очень известного австрийского пирожного полоски кардинала. Кстати, этот рецепт тоже есть у меня на канале. Если хотите, заходите и посмотрите. Готовится все очень быстро и просто. В этом десерте великолепное сочетание шоколадного бисквитного теста, меренги, крема капучино и малиновой прослойки. Каждый кусочек этого нежного рулета тает во рту. Выглядит он очень эффектно, и он украсит любой праздничный стол. Для приготовления конфи из малины мне понадобится для рецепта я использую замороженную малину. Конечно, можно использовать и свежую. Добавляю сахар. Сахар корректируйте по вкусу. Также сразу я добавляю крахмал. Я использую кукурузный. Хорошо все перемешиваю. И ставлю кастрюльку на плиту. Довожу массу до кипения и провариваю в течение 1-2 минут при постоянном помешивании, чтобы ничего не подгорело. Малину не надо варить долго, чтобы она не потеряла свой красивый цвет. Снимаю малину с плиты. Я хочу сделать мое конфи без косточек, поэтому малину я буду протирать через мелкое сито. Я постаралась как можно более тщательно протереть всю массу через сито. Вот у меня здесь остались такие косточки. Кстати, эти косточки можно не выбрасывать, а сварить с ними компот. И вот такой очень нежный красивый конфитюр в итоге у меня получился. Если вы его не будете использовать сразу, а хотите хранить, тогда я рекомендую его прокипятить, а потом переложить в чистую баночку. Я подготовила противень, выстелила его пергаментной бумагой. Причем противень я перевернула вверх дном, так потом легче будет снимать корж. Бумага у меня хорошего качества, и я ее ничем не смазываю. Для приготовления теста мне понадобится я буду готовить отдельно меренгу, а отдельно бисквит. Поэтому разделяю белки и желтки у 4 яиц. Для бисквита мне понадобится также 1 целое яйцо. Отделяем аккуратно, чтобы в белки не попали желтки. И также миска, в которую вы выкладываете белки и желтки, обязательно должны быть чистыми и сухими. Для моего рецепта я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 70 граммов. Разделила 4 яйца. И теперь к желткам добавляю 1 целое яйцо. Готовлю меренгу. К белкам добавляю щепотку соли. Начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, постепенно всыпаю сахар и взбиваю белки в крепкие устойчивые пики. Также постепенно я увеличиваю скорость миксера. Также я вливаю 1 чайную ложку лимонного сока и продолжаю взбивать. К хорошо взбитым белкам добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар, тогда добавляйте его вместе с сахаром. Меренга готова. Теперь займусь приготовлением бисквита. В отдельной миске смешиваю муку, какао и разрыхлитель. Обычно в бисквитное тесто разрыхлитель не добавляют, но когда готовят бисквитное тесто с какао, лучше немного добавить разрыхлителя. Тогда оно легче будет подниматься. К 4 желткам и 1 целому яйцу добавляю сахар, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать. Я это делаю теми же венчиками, которыми готовила меренгу. Должна получиться вот такая пышная светлая масса. Я ее взбивала примерно 5 минут. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Перемешиваю. В несколько приемов просеиваю какао с мукой. Аккуратно перемешиваю лопаткой сверху вниз, чтобы тесто сохранило свою пышность. В итоге получилось вот такое нежное бисквитное шоколадное тесто. Переливаю его в кондитерский мешок. И также в кондитерский мешок перекладываю меренгу. Я выкладываю сразу не всю меренгу, так как ее получается по объему больше. Оставшуюся меренгу добавлю позже.
Сейчас у мешка с меренгой срезаю носик диаметром примерно 1,5 см. И теперь на пергаментную бумагу выдавливаю сначала полоски меренги. Стараемся выдавить одним движением меренгу, чтобы не надо было потом ничего добавлять, так как вы ее выдавите, так она и запечется. Отступаю от первой полоски примерно 1 см и выдавливаю следующую. И так дальше. Добавлю еще меренгу в кондитерский мешок, чтобы у меня полоска не прервалась, когда я ее выдавливаю. Я уже добавляю всю оставшуюся меренгу. Продолжаю выдавливать полоски. Всего у меня получилось 11 полосок безе. Теперь у меня здесь еще осталось немного меренги. Я выдавливаю здесь, закрываю бока, чтобы бисквитное тесто потом не вытекало. Теперь срезаю небольшой носик у мешка с бисквитом. И выдавливаю бисквитное тесто между полосками безе. В отличие от безе, бисквитное тесто можно добавлять, оно потом разойдется. Поэтому я оставшееся тесто добавляю там, где его у меня не так много. Сверху корж щедро присыпаю сахарной пудрой, чтобы у безе и бисквита получилась такая хрустящая сверху корочка. Очень похоже делаем, когда готовим печенье савойярди. Бисквит также присыпаем сахарной пудрой. И корж отправляю выпекаться в разогретую до 150 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Корж я достала из духовки. Посмотрите, он хорошо подрумянился, подсох. Безе сверху получается вот такой хрустящей корочкой. Сейчас корж еще такой пышный. Конечно, он немного осядет после остывания. Я оставляю его остывать прямо на пергаментной бумаге на противне, чтобы он сейчас не повредился, потому что он сейчас очень хрупкий. Для приготовления крема мне понадобится я использую капучино Нескафе, каждый пакетик 15 граммов. Добавляю в холодные жирные сливки капучино и второй пакетик. Также по вкусу добавляйте сахарную пудру. Я добавлю буквально 1 столовую ложку, 15 граммов. И хорошо все взбиваю до таких средних пиков. Чтобы сливки хорошо взбивались, они обязательно должны быть жирными, не менее чем 33%. И, конечно, как я уже сказала, холодными, из холодильника. Получился вот такой шикарный крем с невероятно насыщенным кофейным вкусом. Малиновое конфи у меня уже полностью остыло. Я его немного перемешиваю. Вот такая густота у него получается. Остывший корж я перетаскиваю на стол. Сверху его слегка присыпаю сахарной пудрой. Накрываю пергаментной бумагой и переворачиваю. И аккуратно снимаю пергамент. Корж неплохо так подрумянился у меня даже снизу. И не размокнет от крема. Сверху на корж выкладываю малиновый конфитюр. Распределяю ровным слоем. И теперь распределяю крем, только не совсем равномерно. Возле края, где я буду начинать сворачивать рулет, крема должно быть чуть больше. И в конце чуть меньше. И теперь очень аккуратно при помощи пергаментной бумаги сворачиваю рулет. И заворачиваю в пергаментную бумагу. И теперь рулет я отправляю в холодильник минимум часа на 2, чтобы крем стабилизировался и коржи немного пропитались. Мой рулет я достала из холодильника. И сейчас я подрежу ему бока. Вы только посмотрите, какая красота! Рулет смотрится просто великолепно. Какой он нарядный! Для этого рулета не нужны никакие украшения. Только сверху присыпаю его сахарной пудрой. Такой рулет, безусловно, станет украшением любого праздничного стола. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И не забудьте подписаться, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить другие интересные рецепты.